Привет, меня зовут Сергей, и сегодня у нас будет несложный урок. Мы с вами сплетем вот такие небольшие брелочки в виде героев известной игры «Злые птицы» или Angry Birds. Итак, поехали! Приготовьте ваш станок и расположите его открытыми сторонами столбиков к себе, и чтобы центральный ряд немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Основной цвет у нас будет в этой птичке красный, поэтому мы с вами возьмем две резинки красного цвета и накинем с первого столбика центрального ряда на первый столбик правого ряда. Далее на левом ряду точно так же делаем с первого столбика левого ряда на первый столбик центрального ряда. Теперь вниз нам нужно по левому и правому ряду накинуть по 3 пары красных резинок. Берем одну пару, накидываем с первого на второй столбик, вторую пару со второго на третий столбик, третью пару с третьего на четвертый столбик. Это мы с вами по правому ряду накидывали. По левому ряду точно так же. Накидываем сначала пару, далее накидываем еще одну пару и, наконец, накидываем третью пару. Теперь нам нужно центр заполнить тоже парами красных резинок. Берем сначала одну пару, накидываем с первого столбика центрального ряда на второй столбик этого же ряда. И берем еще одну парочку резинок, накидываем немножко ниже. Со второго на третий столбик по центральному ряду. Далее нам понадобятся белые резинки, потому что мы будем создавать нижнюю часть этой птички. Берем тоже две резинки и накидываем по центральному ряду с третьего на четвертый столбик. И вот этот корпус птицы нам нужно с краев закруглить к центру тоже парами белых резинок. Берем две белых резинки, накидываем вот таким образом с левой стороны. Накидываем точно так же. Раз и два. На этот последний четвертый столбик центрального ряда нам нужно теперь накинуть одну белую резинку и накрутить ее 4 оборота. Накидываем, накручиваем один оборот, второй оборот, третий оборот и четвертый оборот накручено. Теперь мы с вами сделаем глаза. Берем для этого одну резинку черного цвета и накручиваем на крючке 4 оборота. Один оборот у нас есть, второй оборот, третий оборот и 4 оборота мы с вами накинули. Теперь возьмем одну резинку белого цвета и сделаем следующее. Нам нужно с каждой стороны от этой черной резинки накинуть по 2 оборота белые резинки. Делаем это следующим образом. Вот здесь сначала с этой стороны накручиваем один оборот и накручиваем второй оборот. Справа у нас получилось 2 оборота. И теперь с левой стороны 1, 2. Слева у нас 2 оборота. Получилось в центре 4 оборотика черной резинки и его окружают эти 4 оборотика по 2 белых. Берем теперь еще одну черную резинку, чтобы сделать второй глаз. Накручиваем 1, 2, 3, 4 оборота на крючок. И теперь нам с помощью еще одной белой резинки нужно сделать точно так же, как мы делали вот здесь. Сначала с одной стороны накручиваем 1 оборот, накручиваем второй оборот. И с левой стороны от глаза 1 и 2 оборота накрутили. Вот 2 глаза у нас готовы. Теперь возьмем одну резинку красного цвета и всю эту конструкцию, которая сейчас у нас находится на крючке, нам нужно снять на одинарную резинку. Для этого я просто захватываю подушечками пальцев сразу все обороты сначала одного глаза и скидываю на резинку. Раз. И здесь тоже все обороты захватываю и накидываю на резинку. Вот 2 глаза у нас есть. Нам нужно теперь ту резиночку, которую мы сейчас красную держим, накинуть на вторые столбики. Одну часть накидываем на правый столбик, второй, а другую часть накидываем на второй столбик левого ряда. И теперь распределяем глаза таким образом, чтобы они у нас были по краям, а не по центру. Вот так. И еще можно поправить, чтобы вверх смотрела именно черная резинка, а не белые. Теперь давайте создадим нос. Для носа нам понадобятся резинки желтого цвета. Берем сначала одну, накручиваем на крючке 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Затем берем еще одну желтую резинку и на руках накручиваем ее в 2 оборота. Раз
и 2. Захватываем крючком, и то, что сейчас у нас на крючке находится, мы с вами должны скинуть на эту желтую резинку. Скинули и возвращаем, что придерживаем пальцем, возвращаем опять на крючок. Вот у нас получилась пока такая небольшая заготовочка носа, но этот нос нужно сделать немножко больше. Поэтому возьмем еще одну желтую резинку, тоже скрутим на пальцах в 2 оборота, накинем на крючок. И то, что сейчас у нас на крючке есть, заготовка носа, мы с вами ее должны на эти 2 оборота желтой резинки тоже скинуть. Натягиваем и скидываем. И вторую часть этой желтой резинки возвращаем на крючок. Вот нос у нас готов. Теперь мы его должны закрепить непосредственно на теле-голове. Берем одну красную резинку, накидываем на крючок, и то, что сейчас на крючке имеется, нос, мы скидываем примерно на центр этой красной резинки. И размещаем эту красную резинку на 3-м столбике правого ряда и на 3-м столбике левого ряда. И у нас получается по центру нос. Если он у вас не по центру, то постарайтесь сделать, чтобы именно по центру он был. Теперь нам нужно сделать вот такие, можно сказать, щечки, расширение головы. Для этого нам нужно воспользоваться самой нижней частью станка, вот этими 3 столбиками. Берем сначала одну резинку красного цвета, накидываем с 3-го на 2-й столбик, по любому из рядов, не обязательно по правому, можете на левом точно так же делать. Теперь берем 2 красных резинки и накидываем со 2-го на 1-й столбик. Раз. На последнем столбике нужно накинуть одну резинку красного цвета и накрутить ее 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Готово. Теперь эту щечку сплетем. Возьмем крючок, засунем его внутрь последнего столбика, изнутри захватим пару красных резинок и накинем их вперед. Чтобы натяжение у этих резинок было более равномерным, я вот здесь прокручу с помощью крючка, и тогда они более ровно становятся натянуты. И здесь тоже одинарную резиночку скидываем вперед. И всю эту конструкцию мы сможем уже сейчас снять со станка. Для этого вводим крючок в последний столбик и снимаем то, что сейчас на крючке находится. Возвращаемся к нашей голове. И смотрите, те 2 резиночки, которые у нас сейчас есть на крючке, мы должны накинуть на самый нижний столбик головы. Либо с левой, либо с правой стороны. Давайте начнем с левой. Берем крючок, натягиваем пару резинок, которые находятся на этом крючке, и накидываем на этот столбик. Теперь на другом конце этой заготовки нам нужно найти резинку, которая у нас была накручена 4 оборота, когда мы эту заготовку создавали. Вот эта резинка. Ее нам нужно накинуть на 2-й столбик. Я сейчас еще раз захвачу, потому что она у меня немножечко слетела. Натягиваем и накидываем на 2-й столбик этого же ряда. Все 4 оборота резинки. Готово. У нас, смотрите, одно расширение есть вот с этой стороны. И нам нужно создать еще одно такое для правой стороны. Опять возвращаемся к нижней части нашего станка. Накидываем сначала одну резинку, далее накидываем 2 резинки и на последний столбик накручиваем еще одну, 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Сплетаем эту заготовку, заводим крючок, захватываем пару, эту пару накидываем вперед, далее захватываем одинарную и эту одинарную накидываем вперед. Снимаем эту заготовочку со станка и накидываем на правую часть нашей птички. То, что сейчас находится на крючке, нам нужно скинуть вот на этот угловой, самый нижний правый столбик головы. И теперь с другой части заготовки нам нужно захватить 4 оборотика резинки, которую мы с вами накидывали, когда создавали эту заготовку. И нужно накинуть эту заготовочку на 2-й столбик. Берем, натягиваем все эти резинки и накидываем вот сюда. Готово. Так, здесь у нас есть расширение, здесь есть расширение, и, в общем-то, почти готово. Но, смотрите, какие у этой птицы есть разновидности. Есть злая птица, вот с такими насупленными бровями, а есть более такая грустная птица.
Так вот, если вы хотите сделать грустную птицу, то сейчас вам нужно накинуть с первого столбика левого ряда на первый столбик правого ряда 2 черных резинки. Вот здесь их 2, обратите внимание. И немножко скинуть вот так на второй столбик. И потом уже будем плести. Но я буду делать птицу все-таки злую, вот с такими насупленными бровями. И поэтому мы пока черные резинки эти отложим и накинем их немножко позже. Давайте начнем плетение. Плетение начинается вот с этого столбика. Заводим крючок внутрь и захватываем пару резинок, которые находятся выше всего. В моем случае это пара белых резинок, которая относится к левому ряду. Я снимаю с этого столбика и накидываю на тот столбик, к которому относится эта пара. Вот на этот. Далее захватываю вновь с центра и накидываю на тот столбик, к которому следующая пара относится. Это правый столбик. И захватываю, наконец, последнюю пару. Это у меня центральная пара. Накидываем вперед. И нос размещаем между резиночек, которые мы с вами сейчас накинули. Теперь давайте сплетем левый ряд, потом сплетем правый ряд и потом центр. Сначала заводим крючок внутри всех резинок, которые находятся на последнем столбике. Отводим все лишние резинки. Изнутри захватываем пару и накидываем ее на впереди идущий столбик. Далее здесь нам нужно уже на этом столбике захватить снизу пару, отведя тыльной стороной крючка все лишнее. Накидываем вперед. И, наконец, последняя резинка этого ряда. Мы с вами изнутри захватываем эту пару и накидываем на впереди идущий столбик. Пока остановимся и сплетем точно так же по правому ряду. Заводим крючок изнутри, захватываем нижнюю пару резинок и накидываем вперед. Здесь отводим ту резинку, на которой закреплен нос, одинарная, изнутри захватываем пару и накидываем на впереди идущий столбик. Готово. И, наконец, еще разочек. Здесь заводим, отодвигаем все лишнее, ту резинку, которая к глазам относится, и захватываем нижнюю пару, которая у нас идет вперед. А вот теперь мы с вами можем накинуть брови для создания злой птицы. Берем парочку резинок черного цвета, накидываем на первые столбики по правому и левому ряду. И теперь эти резиночки спускаем немножко вниз. Вот таким образом, чтобы брови смотрели вниз. И плетем центральный ряд. Накидываем вот отсюда резинку вперед. Обратите внимание на то, чтобы глаза у вас все-таки по сторонам находились, а не в центре, чтобы мы их этой красной резинкой сейчас не накрыли. Один раз мы сплели, и теперь давайте перед тем, как вот эту центральную резиночку сплетем, сначала накинем боковые. Сначала слева накидываем боковую на центр, и справа изнутри снимаем и накидываем на центр. И все это мы теперь накрываем той резиночкой, которая у нас последняя по центру. Тыльной стороной крючка мы с вами отвели черные резинки бровей, захватили пару изнутри и накинули вперед. Теперь нам нужно уже снимать это наше плетение, но чтобы оно не распустилось, возьмем или одну, или две красных резиночки, заведем крючок внутрь последнего столбика сквозь все резинки, накинем пару красных резинок и вытащим ее сверху. Теперь сделаем петельку. Для этого другую часть этих двух резинок, которые мы держим рукой, накинем ближе к крючку, а вторую часть, которая уже на крючке, поднимем рукой и то, что на крючке, вытащим. Вот у нас получилась петелька, состоящая из двух резинок. Придерживаем пока пальцем и давайте снимать уже нашу готовую злую птицу со станка. Наша птичка готова, я отложил станок, чтобы он нам пока не мешал. И давайте расправим наши глаза, чтобы они у нас находились на своих местах. И чтобы черные зрачки были по центру,
а их окружали белые резиночки. Также поправим нос, чтобы он находился по центру, и брови немножко сделаем таким образом, чтобы они у нас смотрели не вверх, а немножко в стороны. И тогда все будет отлично. Ничего у нас не распустилось, все правильно сплетено. И я предлагаю сделать из этой птички брелочек, закрепив на карабине. Поэтому беру карабин, засовываю в дырочку крючок, закидываю сюда, захватываю две резиночки и провожу сквозь эту дырку. Теперь расширяю две резинки, вот эти, которые мы с вами вытащили, и завожу за карабин. Затягиваем. Готово. И теперь мы можем это подвесить на сумку, на портфель или куда-нибудь еще. Готово. Я надеюсь, что данный урок вам понравился, и вы без труда сплели себе такую злую птицу. Надеюсь, что в вашей жизни будут встречаться только добрые птицы. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии, понравился ли вам мой урок или нет. Пока.